Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 1 по 7 января. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я так надеюсь, вы люди интуитивные. Во-первых, проведем с вами приятное время и, глядя на метафорические образы карт, какую-то подсказку вы получите или свою ситуацию просчитаете, может быть, на пару шагов вперед. И именно метафора колоды 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери. Открытые они или закрытые, и каков ключ. Или страж дверей, чтобы открыть эту дверь. А может быть, куда-то мы и сами не пойдем. Вот давайте узнаем, что для вашего знака зодиака думает эта колода. Итак, что важно знать? Первая карта. Или чему вы будете отдавать предпочтение, может быть, чем вы будете заниматься, что для вас в приоритете. Чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать, а что вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто». И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег на эту неделю и что в личной жизни, как видят карты. Итак, что важно знать? Умеренности карта. Куда-то вы не торопитесь. Вот, знаете, самое главное — ваше эмоциональное, душевное равновесие. Как будто торопиться что-то или с чем-то определенно не стоит. И правда, время праздников с 1 по 7, когда что-то быстро решить, согласовать, все как будто поставлено на паузу. Но если мы говорим про эту карту, это старший аркан, как будто есть вопрос, в котором нужно проявить терпение, может быть, скрупулезность, выдержку. Может быть, это касается вашей работы. И хочется, возможно, быстрее с чем-то разобраться. Но как будто какое-то время, если вы подождете, причем недолго, девушке достаточно, чтобы дверь эта открылась, распахнулась сама. Только набрать кувшины водой. Я надеюсь, видно. И дверь откроется. Поэтому где-то медленно, но верно вы что-то можете завершить, или как будто сама по себе обстановка, может быть, тоже развивается своим чередом, и вам нужно просто подождать, может быть, чьего-либо решения, как документа, например, да, подписи, печати. Но, значит, если есть обстоятельства в вашей жизни, которые вы не можете изменить в плане времени, и оставьте все как есть. Самое главное – ваше душевное равновесие, гармония в душе. Неожиданности. Есть какая-то неожиданность, может быть, на этой неделе, может быть, и прежде она была, когда вы для себя, отчасти, может быть, и были шокированы какой-то правдой. У нас показана девушка, которая телепортируется через дверь, как будто подслушивает или случайно что-то увидела. И она удивлена, она где-то даже в шоке от сложившейся обстановки или от увиденного. Что-то само по себе неожиданно. Тут какая-то тайна, что-то тайное или какая-то тайна становится явью. И исходя из этого, вы будете планировать, может быть, свои действия. Или у кого-то это как через отношения. Двойка жезлов – это всегда своего рода как распутье. Или когда мы стоим на выборе, или направо, или налево, мы с чем-то не определились. И вполне вероятно, что на этой неделе вы определитесь по какому-то вопросу, но для этого вам потребуется терпение. Или то, что вы услышите, или то, что это было, может быть, недавно услышано, или как то, что вы узнали, вот теперь это надо перевести в какой-то опыт, или в ту ситуацию, которая для вас уже прошла. Не останавливаться на этом, как будто идти дальше. Но сделать это только возможно усилить или ускорить наши, допустим, если мы с чем-то не согласны, или имели какое-то даже разочарование, или какие-то были переживания. Вот мы не можем быстро от этого отделаться. Тут все как будто проходит в свое время. И поэтому вот эта выдержка, гармония, душевное равновесие, оно для вас будет дважды актуально. Чему сейчас не время? Вообще правильное взаимодействие с кем-то.
Вот все, что я сказала, тут правда убыстрять что-то не стоит. Может быть, брать какой-то реванш, словно рисковать собой, мои дорогие рыбы и рыбки. Или, может быть, проявлять свои эмоции или пытаться на чем-то настоять, или говорить кому-либо, я вот знаю, что нужно делать так, или я знаю, что ты меня обманывал или обманывала, или я знаю, что, ну, вот какая-то неправда, или вот, ну, любая абсолютно ситуация. Нам показана девушка на втором этаже, которая как будто кричит о помощи. Чему сейчас не время? Не время и ждать, мои дорогие, что кто-то к нам придет на помощь. Тут больше мы себя сохраняем. Тут надо сломать какой-то стереотип и шаблон, может быть, исходя из того, что вы узнали или услышали, либо на этой неделе, может быть, днями прежде. Есть какая-то реальность, вот ее нужно принять, но не подвергая себя риску, мои дорогие, вот это да. Или я говорила сломать шаблон, может быть, о себе какой-то стереотип тоже сломать, а для вас это будет важно, но опять же, не рискуя собой. Может быть, это где-то через отношения проходит, да, не физическое именно действие, а как-то вот, потому что, по идее, по этой карте девушка должна выпрыгнуть из окна, да, но у нас позиции, чему сейчас не время. И хотя, с одной стороны, не время рисковать, если она останется, как будто там она рискует, но и если мы говорим, она спрыгнет, как будто тоже быть готовым к любому повороту событий. Но это все в позиции, чему сейчас не время. Видимо, на вас какие-то обстоятельства или взаимоотношения с конкретными людьми могут таким образом влиять, что вам нужно быть просто аккуратными и куда-то не торопиться, чтобы вовремя подметить какие-то нюансы. И даже если какая-то обстановка, ситуация, события, отношения шокируют вас из-за того, что вы какая-то правда открылась, и вам, ну, как-то надо научиться с этой правдой жить. Просто не торопитесь, все встанет на свои места. Повторюсь, ваше душевное равновесие сейчас наиболее важно на этой неделе. Что будет помогать? У вас очень сильная позиция, мои дорогие. Вот, видимо, правда, какие-то приходят к вам как события или новости, информация, когда, с одной стороны, благодаря этому, как бы тут что не шокировало, да, или была бы эта информация для вас неожиданно, она вам придает уверенности, потому что учит видеть, что есть по факту. И вы становитесь словно маг-волшебник. От взмаха рук как будто откроются двери. Вы сами открываете те двери, которые захотите. В вашей сильной позиции, может быть, выбирать себе того, с кем вы захотите общаться, продолжать какие-то отношения, продолжать, может быть, какую-то дружбу. Или у кого-то это может быть по работе. Буду я продолжать работать на этом месте, или я кому-то откажу. Буду ли я что-то изучать, или я каким-то образом тут поменяю что-то. Туз жезлов – это всегда наш внутренний импульс или инсайт, или это очень важное решение. Вот, видимо, благодаря тому, что даже какие-то обстоятельства или новости приходят, они могут где-то нас выбивать из колеи словно, но они дают нам сильную позицию, потому что мы учимся видеть, что есть по факту. Что скрыто? Ну, буквально нам показан человек, да, что скрыто. Как будто вы могли ломиться в какие-то двери и вроде как пробили эту брешь или как будто сумели куда-то попасть. Но увиденное вас разочаровало. Вы что-то узнали, что, ну, как правда. И вы понимаете, что те или иные приложенные вами усилия прошли или пропали даром. Мне не нужно было туда торопиться, или мне не нужно было спешить в этом направлении, или мне не нужно было проявляться в отношении конкретного человека. Потому что тут у нас могучий кентавр, он как будто ломится в ворота, да, а нам говорят, а ты подумай, а надо ли? Совсем не обязательно, что то, что ты увидишь, тебя вдохновит. Вот как-то так. Правда, какая-то открывшаяся правда может или новость у вас проиграться на этой неделе. Дела, работа, бизнес. У вас вообще очень сильная позиция, мои дорогие. Или есть те, которые вас еще и поддерживают. Ведь это карта императрица. Что вы хотите достичь сейчас? Что для вас? Это как новый я. Безусловно, это карта власти, но власти доброй. Но у вас очень сильная позиция.
Чаще императрица – это когда вы свою ресурсность проявляете в правильном направлении. Это как развитие вашего ремесла, творчества, хобби. Это когда вы строите карьеру, когда вы определяетесь, в каком направлении я вообще, как вот намерение, цель буду развиваться. Это новое я в принципе. Это как с чистого листа написать свою историю жизни. Правда, это как новые какие-то возможности с учетом туза жезлов, дважды, трижды, наверное, мои дорогие. Может быть, какой-то поворотный момент в вашей судьбе вам дает вот именно увидеть реальность по-другому. И от этого в разы усиливается ваша позиция. Помимо всего прочего, карта императрица – это карта лояльной власти, поэтому для вас какая-то история, ну, будет продолжаться к вашему прекрасному успеху, мои дорогие, как с поддержкой, так и с какими-то новыми перспективами. Вообще, как и, ну, наверное, доброта, участие проходит по этой карте, ваша самореализация, ваша самодостаточность. В последующем и финансовый прогресс. Это императрица, она нищей не бывает, будем говорить. Вот что-то такое у вас на пороге. Замечательно. И даже если какова бы ни была ситуация или обстоятельства, повторяюсь, или информация, которая может отчасти шокировать, как я уже говорила, все равно это вам дает видение вот новой реальности. И для вас это полный прогресс. Финансы, хотя отчасти нам сказали, финансы есть, финансы будут, правда будут, шестерка мечей. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Это карта заслуженного успеха. Это карта, когда мы изучаем языки, иностранные языки, изучаем, может быть, язык программирования. Нам буквально в этой колоде карт показывает человека, работающего за компьютером. Может быть, сфера IT, и вы хотите скиллы, как это называется, да, посредством получения навыков как раз перейти работать в эту сферу. И у вас получится, мои дорогие. Для кого-то работа, связанная с путешествиями, или работа, связанная с командировками. Для кого-то переезд куда-то далеко тоже может осуществиться. Не на этой неделе, но эту дорогу осилит идущий. Надейся сам на себя, сам прикладывай усилия к своей мечте, и у тебя получится, об этом говорит карта. Но какой-то период от тебя потребует, но отчасти самоотверженности. И даже если ты видишь, что ты идешь словно в темноте, как будто дорогу это нужно продолжать. Вот почему я сказала эту фразу. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот этот заслуженный успех, он приходит к тому, кто прикладывает к этому усилия. И у вас по части финансов, рост финансов, а с учетом карты императрица дважды. Личная жизнь. Вот здесь вы можете, как будто переосмысление. У кого-то, может быть, по части личной жизни вы узнаете какую-то новость, которая вас вот так удивит, скажем. И вы решите что-то не продолжать. Это не обязательно будет касаться вашего партнера по браку, там нет. Это может быть в отношениях с вашими друзьями или в отношениях с кем-то из родственников, далеким каким-то тоже, да, окружением, знакомством. Тут тоже может быть, как будто правда, нет смысла ждать, нет взаимопонимания и не будет, как будто. Вот есть какая-то ясность по конкретному вопросу. И я так вижу, что, видимо, этот вопрос будет связан с человеком. Как будто женщина, которая изображена возле двери, она присела, ожидая, что дверь вот-вот откроется. И пока она ожидала, она успела состариться, а дверь заросла плющом. Эта дверь никогда не откроется. Значит, есть что-то, куда просто не нужно ни торопиться, ни ломиться, не спешить, а оставить все как есть. Какой-то путь закрыт, как будто, мои дорогие рыбы и рыбки, зато открывается очень много возможностей и ваша сильная позиция на последующий период времени. 2024 год для вас, для всех очень удачен в плане самореализации. И вот эти карты на первую неделю нам как раз об этом говорят. Но есть какая-то ситуация, которая требует переосмысления, и как будто что-то нужно оставить в прошлом. Я так надеюсь, что для людей семейных, с учетом карты императрицы, или для тех, кто в паре, у кого уже сложились отношения, здесь все только со знаком плюс. Это просто личная жизнь, выпадает эта карта, пятерка мечей.
Она не обязательно про любовь нам говорит. Это о вашей личности, о вашей какой-то личной ситуации, истории или о вашем личном восприятии каких-то обстоятельств или какого-то момента. Значит, есть о чем подумать. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.